Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить свое самое любимое блюдо на рождественский или новогодний стол. Запеченную утку с яблоками, айвой и апельсинами. Утка по этому рецепту получается сочной, мягкой и ароматной. Еще я приготовлю к ней очень интересный соус. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. У меня сегодня вот такая домашняя уточка, ее вес 2,5 килограмма. Я ее обсмолила, хорошенько помыла и вырезала на гуски вот эту железу. Кроме этого, достала легкие и зачистила утку внутри. Приготовлю маринад. Натираю на терке цедру апельсина, снимайте только верхнюю оранжевую часть. Перекладываю цедру в миску. Выжимаю сок из половины апельсина, потому что он у меня очень сочный. Выдавливаю 4 зубчика чеснока. И добавляю мед. Затем добавляю специи. У меня вот такая аджика, которая по составу специй мне очень нравится. Я всегда использую ее для утки. В описании я укажу, какие именно специи есть в составе этой аджики. Конечно, вы можете использовать и свой любимый набор специй. И еще добавляю пару ложек оливкового масла. Перемешиваю, и маринад готов. Теперь займусь уткой. Хорошенько натираю ее солью внутри и снаружи. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Затем беру еще немного свежемолотого черного перца, так как он ароматный. Теперь натираю утку маринадом внутри. А затем снаружи. Утка подготовлена, осталось ее начинить. Нарезаю яблоки не очень крупными кусочками. Яблоки лучше использовать плотных сортов с выраженной кислинкой. Теперь айва. Мне очень нравится ее аромат и вкус, поэтому я стараюсь всегда добавлять ее в утку. Ее нарезаю более мелкими кусочками, так как ее мякоть гораздо плотнее. С апельсина срезаю кожуру и нарезаю кусочками. Перемешиваю все фрукты и начиняю ими утку. Сильно плотно не утрамбовывайте, так как должно остаться хоть немного места для циркуляции горячего воздуха внутри. Теперь закалываю это отверстие зубочистками. Можно также зашить нитками, если вам так удобнее. Сверху также закалываю зубочисткой. Утку я буду запекать в рукаве. Мне очень нравится этот способ. Отрезаю рукав, завязываю его с одной стороны, немного подворачиваю его. Те фрукты, которые у меня не влезли в утку, я укладываю в рукав. А сверху укладываю утку. Завязываю второй край и оставляю утку в таком виде на ночь промариноваться. Так она хорошо пропитается специями и просолится. Но если у вас нет времени, то подержите ее хотя бы 3 часа, а потом запекайте. У меня на канале есть рецепт запеченного бедра индейки. Это также отличный вариант для праздничного стола. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео.
Моя утка промариновалась, ставлю ее в духовку, разогретую до 170 градусов примерно на 2,5 часа. И пока она будет запекаться, я приготовлю к ней очень вкусный соус. Очищу и натру на терке небольшое яблоко. Я его добавлю в соус, и кроме вкуса оно добавит соусу густоты и текстуры. В сотейник наливаю немного воды и добавляю сахар. Довожу до кипения сироп и дам ему немного провариться. Затем всыпаю клюкву. Перемешаю, чтобы вся клюква покрылась густым сиропом, и добавляю натертое яблоко. Добавляю немного цедры апельсина и выжимаю сок из половинки апельсина. Немного проварю. Мне хочется сделать соус с легкой остринкой, поэтому я добавлю немного перца чили. Это по желанию, можно и не добавлять. В процессе приготовления соус обязательно пробуйте и регулируйте вкус. Мне сейчас не хватает кислоты, так как апельсин у меня был очень сладкий. Поэтому я добавляю немного лимонного сока. И еще один ингредиент – это ром. Буквально 1 ложку. Соус проварился. Пробиваю его погружным блендером. При этом я не добиваюсь полностью однородной текстуры, ничего страшного, если останутся небольшие кусочки клюквы или яблока. Соус готов. На его приготовление у меня ушло 10 минут. Прошло 2,5 часа. Я прокалываю утку прямо через рукав. Она уже довольно легко прокалывается. Она практически готова. Значит, я разрезаю рукав и раскрываю утку. Если у вас утка еще твердая или при прокалывании выделяется розовый сок, то она еще не готова. Добавляйте время. Поливаю ее обильно соком, который выделился при запекании. Заливаю его также и вовнутрь. И рядом с уткой на противень укладываю нарезанные дольками яблоки и айву. Но это уже для подачи. Запекаю еще примерно полчаса, но регулируйте этот процесс сами в зависимости от вашей духовки, чтобы утка не подгорела. За это время можно несколько раз еще полить ее выделившимся соком. И в некоторых духовках получается, что не всегда зажаривается низ утки. Тогда вы можете ее просто перевернуть и дать ей подрумяниться и с другой стороны. Все готово. Достаю утку из духовки. Даю ей отдохнуть примерно полчасика и перекладываю на сервировочное блюдо. Украшаю апельсинами, а также запеченными яблоками и айвой. Утка получается очень ароматной, нежной и сочной. А в сочетании с соусом это просто объедение. Обязательно попробуйте. Для приготовления мне сегодня понадобилась утка весом 2,5 кг, 4 зубчика чеснока, цедра 1 апельсина, сок половинки апельсина, 2 чайные ложки меда, 1 столовая ложка сухой аджики. В составе сухой аджики красный перец, кориандр, сушеный чеснок, укроп, майоран, базилик, петрушка, сельдерей, лавровый лист и пажитник. 2 столовые ложки оливкового масла, соль, свежемолотый черный перец и для начинки 2 апельсина, 2 крупных яблока, желательно кислых, и 1 айва. Для соуса 150 граммов клюквы, 1 яблоко, 1 чайная ложка цедры апельсина, сок половинки апельсина, сок половинки лимона, 50 граммов сахара, 2 столовые ложки воды, щепотка перца чили и 1 столовая ложка рома. И вот такое вкусное, ароматное, праздничное блюдо получилось. Готовьте и наслаждайтесь.
Мои любимые рецепты мясных блюд смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео. Не забудьте подписаться на канал, это вкусно.